Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 февраля. Давайте узнаем, что случится, что произойдет с 1 по 10, что совсем скоро, а возможно и неожиданно произойдет в вашей жизни. И это буквально совсем скоро уже. Чего же ждать от этого периода? Как события или обстоятельства, которые происходят вокруг вас, окажут влияние именно на вашу жизнь? Может быть, в чем-то придется принимать важные решения. Вот давайте узнаем. И первая колода 78 дверей. Главное значение — двери имеют открыты или закрыты, поэтому переложите вашу задумку или какую-то тему, которой вы сейчас заняты. Ну вот открыты двери или закрыты, что вы там попытаетесь просчитать? Как для вас, может быть, все обернется, да? И каковы ключи, то есть как нам нужно действовать, чтобы осуществить наши намерения. Но, может быть, куда-то мы и сами не пойдем, а наступило время закрыть эту дверь. Достанем 3 карты, как 3 знака судьбы. Потоковая информация, что ждет козерогов с 1 по 10 знаки судьбы. Так что же там случится, что произойдет, как главное событие с 1 по 10 для вас? С чем будет связано или с кем? Неожиданные события. Это то, о чем вы не предполагаете. И как причина следствия, к чему же это все идет, зачем все это было нужно. И по основным сферам жизни с 1 по 10. Что ждет? Ну вот давайте вторую достанем. Личная жизнь, может быть, вопросы дома, вопросы пары, вопросы семьи, взаимоотношений в целом. Что ждет финансов козерогов? И что ждет в сфере работы, у кого-то учеба, у кого-то важные встречи, согласования или планы ваши. Итак, первая карта как знак судьбы. Но вот пока так мутно, непонятно. Луна, тем не менее, старший аркан. И можем даже так сказать. Все зависит, наверное, от масштаба ваших планов по работе, по личной жизни. Тут, конечно, у каждого свое, и кто-то по этой карте может намереваться, ну, к примеру, даже переехать или жить отдельно, или куда-то путешествовать. Но это как планы, тут еще пока четкости какой-то нет по работе. Тут тоже вы, мои дорогие козероги, пока не видите, я могу предположить, что, как и по первому плану, например, да, если касается недвижимости, переездов, здесь как-то быстро ситуация не прояснится. Но, видимо, за наблюдать как нужно, да, за этой ситуацией, понимать, зачем, куда, то есть к чему хотя бы складываются те или иные обстоятельства. То же самое по работе. Тут какие-то могут быть перемещение, может быть, смена руководства. Вот что-то нам предстоит, мои дорогие, да? Мы еще пока этого не видим, поэтому этот период, как минимум с 1 по 10, нужно пройти аккуратно. Нам может показаться, как будто, да, хочу решить быстро или хочу разобраться в этом деле, вот от меня как будто это зависит. Или я вот сейчас на что-то решаюсь, или никогда. Но, видимо, первая карта, первый знак судьбы. Не торопитесь, что-то вы тут не можете ускорить. И вот в этой карте, наверное, очень правильная такая прорисовка, на мой взгляд. Вот это ожидание, да, беременная девушка прогуливается по берегу. Мы не можем что-то ускорить. Мы вынуждены какое-то время, ну, может быть в таком слегка подвешенном состоянии. Что-то мы не просчитаем. А если мы даже начнем предпринимать какие-то действия активные, а кто знает, а потом оно обернется так, что лучше бы ты этого не делал. Поэтому будьте осторожными. Карта всегда Луна, я добавляю, избегайте толпы. И если вы случайно находитесь в толпе, то вам в другую сторону. Коллектив. Коалиция за, коалиция против. Вам ни вправо, ни влево, вам между. И двери. Дверь закрыта. Замка нет, ключа тоже. Но есть страж дверей, хамелеон. Вам придется договариваться с хамелеонами. Хотя для кого-то из вас, мои дорогие девочки, кому это сообразно возрасту, вашим желаниям, то есть где-то это перекликается, я жду ребенка, может быть и так. Или вопросы дома, семьи, по луне это часто проходит. Но договариваться, видимо, придется. Второй знак судьбы.
Что-то вам не нравится, это точно. Может быть, даже так. Знаете, вы куда-то поспешили и уже как будто оказались в этом месте, а потом думаете: "А зачем мне это надо? А зачем я это сделал? Зачем я на это согласилась?" Тут есть явно какое-то сожаление, когда вы, к примеру, вас может не устраивать финансовая ситуация, все таки пятерка пентаклей, да? Иногда это мы какой-то, ну вот были в каких-то предубеждениях, считали, что это правильно, а тут мы понимаем, увидели как раз ситуацию, да. Может быть, постепенно с первого по 10, как, знаете, эти тучи, темнота рассеивается, и мы видим, что зря спешили, зря на что-то согласились. И вот теперь надо думать, что делать дальше. С чем это связано? Кто-то банально на работе недоволен именно эквивалентом финансовым. Но тут все равно тогда не время что-то бросать, начинать заново. Работай, у тебя все получится. Может быть, и знаете, как по пятерке пентаклей обратная ситуация. Нам тут показан человек уже в возрасте, вроде бы заслуженный, но пришел он в какую-то амбулаторию, но не самого высокого уровня. Ну, вот тут лавка такая какая-то, да, уличная, стенд непонятный тут с какими-то бумажками, да и сама одежда нашего героя в заплатках. Кто-то тоже может сидеть и сожалеть, что-то сделали не так. Но тогда все равно вот у вас, понимаете, тем не менее сильная позиция. Вы люди сами по себе сильные. И, может быть, тут не надо горевать, а тут надо для себя как ну, отчасти, конечно, это больше карта на работу на деньги, одна из лучших, поэтому. Но, может быть, даже, неважно сколько лет, надо, может быть, подумать, если тем более где-то перекликается с финансовой историей, ну, может быть, и подумать, чтобы каким-то образом дополнительный доход был. Правда, почему нет? А для тех, кто на работе, и вот вы тоже столкнулись, может быть, с первого по 10 обещали одну сумму, а тут ее не заплатили. Но все равно тогда заплатят, мои дорогие. Вот тут вы можете даже, я для большинства вижу так, вы можете ожидать, или, может быть, в этот период вы думали, что будут какие-то проплаты, а вы именно в какой-то день назначенный не получите. Но с вами рассчитаются тогда, это все равно. Как будто нам придется вот все 3 карты, вот понимаете, несколько изменить себя, но есть и составляющая нашей жизни, которую мы не можем изменить. Значит, наступает время, нам нужно укрепить свои позиции и окончательно, когда уже что-то прояснится, ведь аркан Луна всегда говорит: выглянет солнце, все встанет на свои места. То есть мы что-то узнаем, мы что-то увидим, для нас что-то будет более очевидно, и у каждого какой-то свой вопрос. У кого-то, опять же, жилье, повторюсь, у кого-то работа, у кого-то личная жизнь. Вот иногда я называю третий знак судьбы, королева кубков, карта ожидания. Вот нам показан молодой человек, и нет закрытых дверей, кстати, да? И вот, кстати, на восьмерку пентаклей ключевая персона — это мастер. Он специально двери-то он закрыл, но двери прозрачные. Он как будто демонстрирует свою работу. Почему нам и говорят: "Ты продолжай". Потому что, ну, с первого по 10 точно не время все вот ломать, крушить, что-то тут настаивать. Тут вот именно нужно договариваться с хамелеонами. Может быть, как третий знак судьбы все таки заставляет вас задуматься о том, что как в вашем образе что-то присутствует. Может быть, чтобы сделать конкретнее ваши мечты, намерения, что-то просчитать, какой-то план более конкретный иметь, прежде чем вы начнете уже что-то предпринимать, действовать. Да, именно в виде образа изображения королевы и буквально вот уже как молится, да, человек, а тут нужно что-то в реальной жизни сделать иначе или по-другому. Иногда эта карта будет говорить о том, что мы надеемся на какого-то человека, а не факт, что это произойдет. Надо все равно вернуться как будто в реальность. Вот странно, ведь вы более чем реалисты, мои дорогие. С чем это связано? Смотрите, как здорово. Вот если, кстати, мои дорогие девочки, кому это откликается по поставленным целям и по возрасту, да, то, что я сказала по Луне, все 3 карты могут свидетельствовать о том, что либо вы дома, например, может быть, с маленьким ребенком, и вот кому-то надо продумать, да,
денежек не хватает, и вы можете задаться целью, как я могу удаленно как бы работать, да, каким образом я могу увеличить свой доход. Тогда, вы знаете, у вас явно будет какая-то перспектива. Но просчитать что-то нужно. Аркан императрицы говорит: надейся сам на себя. Мои дорогие мужчины, у кого-то из вас ваша любимая женщина ждет ребенка. Такое тоже может проиграться. Или какие-то вопросы пары, когда тоже, может быть, дети маленькие. Это просто будет как задача, с одной стороны, номер один, или, ну, куда ты денешься, ты должен воспитывать, растить, ухаживать за ребенком, правильно? И в то же время эти вопросы, они соединяют и финансового достатка, и буквально дома самого. Вот здесь все сферы жизни как будто сходятся в одной точке. И здесь, ну, прокрастинировать точно нельзя. Тут нужно что-то просчитывать, самые приемлемые варианты, искать. Императрица плодовита, не только буквально, но и на идею. Значит, идеи у вас будет достаточно. Но когда надеешься сам на себя и просчитываешь, ты в большей реальности, тогда и меньше сожалений, мои дорогие. Это правда. Когда мы заняты тем, что мы ищем выход из сложного положения, мы себя узнаем как будто заново. И знаете, когда все идет хорошо, легко быть сильным. А ты попробуй держать эту марку, когда все идет наперекосяк. Ну вот, может, где-то, и главное, не идет же ничего наперекосяк с 1 по 10, а вот как будто эти самые сумерки, как по луне. Вроде отблески есть, но конкретики никакой. Но все таки ваша задача — добыть ее. Что же случится? Что произойдет? Правда, на начало вы еще чего-то не видите, по рыцарю жезлов. Будь готов к неожиданностям. Значит, как и известие, информация, какой-то человек может появиться неожиданно. Может быть, и для кого-то неожиданная командировка или приезд, может быть, на работу какого-то человека с какой-то вестью. С чем это связано? Но жезлы — это дела, работы, бизнес. Может быть, это и вы найдете. Ух ты, еще один рыцарь. Для кого-то много переездов, согласований. Может быть, и по бумагам. Когда не могу отложить на потом, мне это надо делать сейчас. Придется корректировать планы. У кого-то по работе, мои дорогие козероги, если вы руководитель, я иногда предупреждаю, рыцарь мечей — это может приехать какой-то проверяющий. Есть такое значение — бунтарь без причины. Это те люди, которые заявляются без спроса, да, и без приглашения. Но тогда для вас это каким-то образом может потом вылиться в бонус. Поэтому нам и говорят: ты подожди, ты тут, главное, не строй какую-то преамбулу с точкой или не создай себе какого-то, ну, как ложного представления, потому что это все будет меняться. То, что ты видишь как внешнее, оно может оказаться наносным, несущественным. И пусть это внешнее сопровождается каким-то шквалом эмоций. Это ни о чем. Мы ищем правду, и мы ее находим, поэтому кто-то будет именно искать эту самую правду, и кто-то, что случится, произойдет. Может быть, тут банально. Вы что-то узнаете, но вам нужна консультация специалиста. Специалист может быть юрист, адвокат, или может быть, как прояснить какое-то дело, решить какой-то вопрос. Может быть, и по дому тоже. Но есть перемещение, есть как две карты скорости и действий. Но в зависимости от того, что будет происходить или в какой сфере жизни, скучать как будто не придется. Но вот, наверное, сдерживать эмоции — это, пожалуй, придется. Что неожиданно? Ну, так вы можете тут много чего неожиданно для себя, каких-то бонусов, по крайней мере. На будущее. Девятка чаш. Именно в этой колоде посмотрите. Если я часто говорю карта эгоиста по этой карте, именно девятка чаш, то здесь художник — это у нас колесо года. Прорисовал другую картинку. Вся семья в сборе. И эта карта, тем не менее, материального благополучия. Божья коровка. Какой-то удачный случай у вас может быть, мои дорогие козероги. Не упустите какую-то возможность. Кстати, тут может быть и так. Ну, допустим, происходят какие-то перемены, которые вы даже не предполагали. И они будут связаны с людьми. Пусть кто-то уходит, меняет там свои планы. Сейчас каждый из нас занят именно собственным благополучием. Но для вас, понимаете, любая перемена, даже внешняя, она какой-то прогресс имеет. Здесь вот именно нужно вам сейчас, это уже больше даже с учетом планетарных транзитов,
строить то, что должно сохраниться и на долгий период времени. Поэтому, если что-то мутно непонятно, не торопитесь с выводами, потому что вам казалось одно, а выйдет другое. Вам, кстати, и по работе может что-то тут не нравиться. А вот совсем вы даже не видите какие-то, ну, может быть, закулисные разговоры. Или как потом может измениться, а для вас там перспективы, а вы можете видеть, что нет, ничего хорошего тут нет. Не торопитесь с выводами. Тут именно для вас какую-то большую дистанцию. А для кого-то банально. Деньги задержались, сегодня не пришли. Окей, придут завтра, послезавтра. Деньги как будто есть и будут. Может быть, это даже кто-то вас захочет поощрить. Да, вполне вероятно. Но, может быть, у кого-то и решение: "Я иду учиться", иерофант- это учитель. Ну, где-то ученик тоже. Вы сами можете учиться или обучаться какому-то ремеслу, но и вы можете кого-то обучать, да. Все зависит от того, какие навыки мы имеем. Иерофант- это еще и структура, мои дорогие, это порядок, это какой-то уклад, традиции, безусловно. Поэтому, может быть, кто-то из вас строит карьеру, и вот так придется пройти по ступеням иерархии, начиная, все зависит от возраста, да, но и не только от возраста, а когда вы приступили к этому делу, на какой ступени вы находитесь. Вы знаете, вы тут и с вами могут быть такие метаморфозы, когда вы уже даже были где-то в полушаге от того, чтобы от чего-то отказаться, и врываются какие-то буквально события, происходят, когда вы понимаете: нет, вот я теперь приторможу и, может быть, даже сохраню. И это правильно. Ну, не время скоропалительным каким-то, знаете, таким на эмоциям, решениям, выводам. Это точно нет. Выводы нужно сделать. Это точно. Ожидание какое-то, или замылить себе глаза, оно должно закончиться. Но если мы говорим, когда мы просто сидим и ждем, когда мы надеемся на кого-то, здесь нет, здесь ваша активность. Что ждет в личной жизни, в любви, в целом, взаимоотношения? Десятка мечей. Может быть, была какая-то прежняя история, да, или были какие-то прежние планы, скорее всего. Вот неважно, кто меня смотрит. Для тех, кто даже один или одна, может быть, была прежняя история с одним человеком, но она уже закончилась. Мне очень нравится трактовка десятка мечей. Я часто говорю: закрыть в прошлое дверь. Но есть у меня расклады колоды добра, которую прорисовала Колет Барон Рид с большим стажем, психолог и таролог. Она назвала эту карту "изящное завершение". Ну вот вы что-то изящно завершаете. Оно уже не цепляет, оно уже не болит. Но мы как будто подзадержались, да, в каких-то воспоминаниях. Ну, уже это случилось, произошло. И рядом карта, посмотрите, такая солнечная, теплая, принцесса Пентаклей. Это ученица. Ученица, причем такая прилежная ученица, так прописано в этой колоде. Вот вы можете чему-то как будто и учиться тоже. Но я об этом говорила. Или, может быть, обустраивать как будто свою личную жизнь по-новому. Да, тут у кого-то отношения к браку идут. Вот правда, может быть такое вполне. С учетом аркана императрица и в этой колоде девятки чаш. И, может быть, это вы так, знаете, сезон адаптации проходите своеобразный, притираетесь характерами. Может быть, вы долгое время встречались, а тут есть желание жить вместе. Ну, значит, есть какие-то темы, когда где живем, какой наш доход. У кого-то вот напрямую этого будет касаться. Может быть, у кого-то и ускорится, потому что жду ребенка. Или моя женщина ждет ребенка. Тогда придется как-то тут так это побыстрее и побольше вариантов рассматривать. Вполне вероятно, как учиться, да? Тоже своего рода учеба, как это вот все обустроить. Вы именно организовываете свою жизнь, мои дорогие. Но я точно так же не исключаю, что кто-то из вас помогает своим детям. Вполне вероятно. И, может быть, буквально проплата за учебу. Но вопросы семьи и денег. Вот. Или вопросы пары и денег. Ну и понятно, тут опять же работа. Откуда вы их получаете? Вот эти темы, они у вас как в кульминации могут быть. И что же в деньгах? Да, тут надо подумать о будущем. Вот так вот конкретно нам говорит карта, тройка жезлов. И что же? Знаете, тут есть какое-то противостояние. Может быть, две пятерки. Это ваше внутреннее несогласие с чем-то, а также тут может быть как полярность взглядов, даже, может быть, с кем-то из близких, почему нет.
Двое разных людей, пытаются жить вместе. Это не так просто. Или совместная жизнь — это не про бабочки в животе ни разу. Кто человек семейный, со мной согласится. И по пятерке жезлов, знаете, какая-то противоречивая информация. Вот у вас и по части денег тоже может быть какая-то сбивчивая информация. По этой карте ложная бывает информация. Или мы надеемся, нам что-то пообещали, и вы ждете, когда вам откликнется человек. А человек уже переключился на что-то другое. Увы, по этой карте идут люди, которые, знаете, ну, в хорошем смысле даже, любопытство какое-то, хочется познавать мир, это такие непоседы, им вот именно движение необходимо. И, может быть, были какие-то договоренности даже с конкретным человеком, да. Утром была договоренность, а к вечеру он уже не помнит, у него там что-то свое появилось, случилось, и он уже забыл и вас не предупредил. Вот по части денег тут нельзя в какую-то игру вступать, в противостояние. С чем это связано, тем не менее? Может быть, у кого-то даже, знаете, как в коллективах. Вот я говорила, коалиции право, влево, один за руководителя, другой против. Тогда вам не туда и не надо. У вас свое будущее, мои дорогие. Но это как подсказка. Да, смотрите, тема финансов все-таки она должна быть вами предельно рассмотрена. Две пятерки и опять же жилье. В этой колоде здесь конкретно про жилье. Человек сидит под мухомором. Поэтому тут как будто, ну, отчасти тема даже не просто получил, не получил деньги, а когда может быть покупка жилья или аренда жилья, мои дорогие. И каким образом это сделать? Тут какая-то тема действительно связана с финансами. По аркану отшельник тут пока ты, ну, может быть, большая сумма, быстро не соберешь, да, или не материализуются эти деньги, или какое-то решение с 1 по 10 февраля вряд ли примешь. Но, тем не менее, по отшельнику продолжай что-то. Продолжай, потому что, ну, не торопись. Вот тут что-то с деньгами не торопитесь делать выводы, как минимум. Вокруг вас могут быть, знаете, разного рода советчики. Вот у кого-то это сбивчивая информация, да, две пятерки. Много разговоров о деньгах. Разговоров много, толку мало. У каждый видит по-своему. Один вас может подталкивать, настраивать. Вот не цепляйтесь ни эмоционально, ни душевно за то, что думают люди. Будьте сами по себе. И у вас будет больше прогресса, мои дорогие. Ведь это карта отшельника. Во-первых, лично вам никто не мешает. Во-вторых, отшельник идет своим путем. Почему я вспомнила про людей? Потому что две пятерки. И отшельника невозможно купить на комплименты, ему все равно. Хоть какие ему дифирамбы, пой, он ведь философ. Если кто-то колючие фразы бросает, что-то нелицеприятное, да ему тоже фиолетово. Потому что он отшельник, он философ опять же. Мало ли кто там что думает, да это меня вообще не касается. У меня свой путь. Вот где-то вам старшего аркана карта говорит: Козерог, у тебя свой путь. Но вас могут затягивать в какие-то дурацкие ситуации, где-то, которые связаны, ну, может быть, как и деньги, так и работа. Не попадитесь на какую-то уловку. Умейте, ну, вот именно что-то сохранять, самих себя, может быть, в первую очередь. И поэтому какая-то неспешность, она вам помогает. Слушайте интуицию, кстати. Туз чаш. Все равно у вас, правда, какой-то прогресс будет, мои дорогие. Но, видимо, придется еще зерна от плевел отделять с 1 по 10, что полезно, а что нет. Что будет продолжено, а что нет. Тут можно и построить карьеру, причем вы на какой-то начальный этап можете этого не видеть. И может и быть, ну, где-то на волне эмоций я сделаю вот так. Потом, может быть, ситуация развивается, вы так призадумаетесь, себя так немножко притормозите от порывистых действий. Я имею в виду, когда вы какие-то, знаете, вердикты выносите, или мы уходим, хлопая дверью, например, с работы, да, и так вот больше не будет продолжаться. Ну, тут мы можем потом пожалеть. Это правда. Тут именно нужно отстроить то, что будет сохранено на долгий период времени. Где-то аркан Иерофант говорит вам, мои дорогие козероги, это не случайно. Это правда какой-то такой жизненный экзамен вы можете сдавать. Вот такой этап, может быть, и непростой. Для нас, каждого из нас, точнее, сейчас непросто. И вы, конечно, как, знак, который принадлежит к стихии Земли, а Уран, который любит все ломать, причем что он ломает?
Он не ломает никогда то, что может быть продолжено. Или какой-то прогресс. Он ломает то, что не может быть продолжено. То, что не имеет ни логики, ни смысла, и оно все равно будет неизменно разрушено. Поэтому будьте мудры. Вот побудьте этим отшельником какое-то время. Время мудрых решений. И время сохранять себя и то, что вам дорого. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. А я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео. За то, что вы мне пишете добрые комментарии. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы. Будьте любимы всегда.